Борьба с жаждой – довольно сложный процесс, который часто требует проявления характера и силы воли. В жару нам мерещится ледяное пиво и фонтанирующие лимонады, а врачи настойчиво просят забыть об этих напитках и перейти на воду. Сегодня мы поговорим о том, как не доводить себя до исступления, что пить и при этом не заскучать. Здравствуйте, мои хорошие! Почему человек хочет пить? Человек хочет пить, когда из организма уходит влага. Чувство жажды управляется с помощью мозга. Жажда – это сигнал, говорящий о том, что влага в клетках заканчивается. Сейчас все наконец стали об этом говорить. Люди мало пьют, нужно постоянно себя наводнять. Сколько надо пить в жару? В обычном состоянии женщина должна выпивать в сутки не меньше 1,5 литров воды, мужчина не менее 2 литров. Жара по нагрузкам на организм приравнивается к тренировкам, поэтому летом к общей норме надо прибавить еще от 500 мл до 1,5 литров. То есть летом женщине может понадобиться до 3 литров воды, а мужчине до 4. Сколько надо выпить за один раз, чтобы утолить жажду? Все по-разному. Организм можно натренировать на потребление жидкости. Он приспособительный. Если мы отучаем его пить, то он приспособится к этим жестким условиям. И наоборот. Но если на улице стоит сильная жара, то прекрасно работает формула 300 мл каждые полчаса. Главное не ждать и дисциплинированно пить это количество, даже если не хочется. Нельзя доводить до жажды, потому что потом может оказаться поздно. При этой схеме водный баланс поддерживается постоянно. Человек практически не будет испытывать жажды и не заболеет от обезвоживания. Если нет возможности пить по схеме, пейте как угодно. Главное – выпивать за сутки положенное количество жидкости, но в случае нахождения на солнцепёке не забывать о ритмичном приеме воды. Чем утолять жажду? В жару лучше всего пить просто воду. Ничего нового уже не придумать. Мы транслируем жизненный опыт и подводим под него научную основу. Когда мы приходим в ресторан в жаркой стране, что нам в первую очередь ставят на стол? Воду с лимоном. Лимон нужен не только для вкуса, но и для разжижения крови. От обезвоживания может случиться сгущение крови и, как следствие, опасная штука – тромбоэмболия. Правда ли, что горячий чай хорошо спасает от жары и почему? Правда и не совсем правда. Горячая жидкость быстрее всасывается организмом, и восполнение водного баланса происходит быстрее, а добавление в чай соли компенсирует потерянные микроэлементы. После горячего питья организм посылает сигнал в мозг, что надо охладить тело, и человек начинает потеть. Соль содержит в себе микроэлементы, она восполняет утраченное и задерживает воду в клетках. Это свойство натрия. Когда идет выбор между черным чаем и зеленым, по мне, так это дело вкуса и просто привычки. Биологическая польза есть и от того, и от другого. И тот, и другой чай содержат вещества, которые позволяют улучшать состояние организма. В зеленом чае, правда, содержатся биологически активные вещества, биофлавоноиды, в частности, фитоэстрогены. Женщина в определенном возрасте должна выпивать пол-литра зеленого чая в день. Азиатские женщины отчасти поэтому медленнее стареют. Они изо всех продуктов, не только из зеленого чая, получают большое количество фитоэстрогенов. Почему от холодного чая из бутылки все равно хочется пить? Потому что он сладкий. Тот чай, что пьют в Азии и на Кавказе, он же натуральный и без сахара. После сладкой воды хочется пить еще больше. Глюкоза стремительно всасывается организмом, и в этот момент у человека повышается астматическое давление, благодаря которому из клеток выдавливается вода. Организм нервничает, отправляет сигнал в мозг об обезвоживании, и мы начинаем испытывать жажду. В жару не стоит пить сладкую жидкость. Эту тему надо закрыть навсегда. Во-первых, сладкая вода плохо справляется с жаждой. Простая вода жажду гасит быстрее. Во-вторых, сладкой воды мы выпиваем за раз больше, чем обычной, и в организм поступает больше сахара, чем это в принципе нужно. Этот сахар откладывается в гликоген и дальше в жир.
Срабатывает еще целый ряд механизмов, приводящих к ожирению. А людей, находящихся на стадии преддиабета, это прямиком может привести к неконтролируемому повышению уровня сахара в крови. Что лучше утоляет жажду, соленая вода или сладкая? В идеале ни та, ни другая вода не должна быть взята для утоления жажды. От сладкого и соленого пить хочется больше. Но если выбирать, то лучше брать соленое, а точнее слабосоленое. В Азии мало минеральной воды, и люди добавляют немного соли в чай, а в горах этого не требуется. Достаточно пить минеральную воду, которой там много. Если тебе предлагают лимонад из клубники с сахаром и лимонад из огурца с солью, лучше взять второй. Вообще, если есть выбор, сладкое или не сладкое, лучше брать не сладкое. Если очень жарко, то из этого несладкого лучше брать минеральную воду. Но постоянно минералку тоже вредно пить, потому что соли накапливаются в организме. Спасет ли от жары кофе? В жарких странах люди постоянно пьют кофе. Им не утолить жажду, его пьют для бодрости. Но кофе надо обязательно запивать водой, потому что он сильное мочегонное, а в жару это опасно. Сейчас идет большая реабилитация кофе. Негативное отношение к этому напитку изменилось в силу полученных положительных результатов исследований. Врачи сняли ограничения с потребления кофе. Чем быстрее напиться, газированной или простой водой? У всех по-разному. Газированная приятнее, потому что она дает ощущение вкуса. Это приятная иллюзия. Те, кто не любит газировку, а простую воду им пить скучно, могут положить в стакан лимон, апельсин, арбуз, мяту, огурец, придать воде вкус. Про кусочки льда, рассасываемые для утоления жажды, надо помнить, что лед сначала отлично охлаждает ротовую полость, но в нем мало жидкости, поэтому организм будет просить влагу дальше. Почему пива можно выпить сразу много, а с водой так не получается? У пива есть вкус, в отличие от простой воды. А то, что нам вкусно, мы спокойно потребляем в больших количествах. А еще пиво – это алкоголь. А когда мы пьем алкоголь, то чаще всего не хотим останавливаться. В стакане пива тоже есть польза. Там пивные дрожжи с микроэлементами, витамины группы В и так далее. Они очень полезны для нервной системы. В безалкогольном пиве они тоже есть. Но пиво сильно выводит жидкость из организма, про это нельзя забывать. Вероятно, поэтому его пьют с соленой рыбой. Помимо того, что это вкусно, соль задерживает в организме жидкость, которую вымывает пиво. Как задерживать воду в организме? Например, есть овощи. Содержащаяся в овощах жидкость помогает задерживать воду в организме. Об этом надо помнить, особенно летом. Если ты выпил воды, ты ее быстро отдашь. А если ты выпил воды и съел овощей, то межклеточная жидкость дольше живет в организме, чем обычная вода. Но просто вода нужна обязательно. Мы же не можем есть только огурцы. А на сегодня это все. Ссылку на использованный в выпуске материал вы найдете в описании к этому видео. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и обязательно заходите в наши группы в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день мы публикуем массу полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!